Африка – суровый край животного мира. Здесь нет места слабым и беспомощным. Каждый день здесь идет борьба за выживание, а выжить среди огромного количества хищников – непростая задача, если ты не наделен силой льва или скоростью гепарда. Но эти представители семейства псовых готовы бросить вызов кому угодно, ведь у них есть неоспоримое преимущество, и это стая, которая работает как единый организм. Привет, друзья! Вы на канале Эрудит, и герои сегодняшнего выпуска – гиеновидные собаки. Африканская саванна – типичное место обитания гиеновидной собаки. Гиеновидная собака является представителем семейства псовых. Их ближайшими родственниками считаются волки и шакалы. Вес гиеновидной собаки может достигать 40 кг, а высота в холке – до 80 см, что делает ее вторым по размеру представителем семейства псовых после серого волка. Живут и охотятся гиеновидные собаки почти всегда стаями. Поодиночке эти животные встречаются крайне редко. Стая гиеновидных собак может включать в себя до 30 особей. Каждая стая состоит из альфа-самца, альфа-самки и их потомства. Поскольку право на размножение в стае имеет только альфа-самец и альфа-самка, остальные члены стаи либо помогают ухаживать за их потомством, либо покидают стаю, чтобы присоединиться к другой или создать новую. Чаще всего родную стаю покидают самки, в результате чего самцов в стае гиеновидных собак почти всегда значительно больше. В каждой стае своя иерархия, но при этом внутри стаи социальные связи невероятно прочны. Обычно собаки не затевают между собой серьезных драк, даже если дело касается еды. Более того, гиеновидные собаки заботятся не только о молодых, но и кормят больных и старых членов стаи, отрыгивая мясо. С добычей еды у гиеновидных собак обычно не возникает проблем, так как эффективность охоты составляет примерно 80%, что значительно превосходит успех основной массы хищников саванны. Каждая гиеновидная собака в среднем съедает около 2 кг мяса в сутки, но бывают случаи, когда гиеновидная собака может съесть и 8 кг мяса за один раз. Охотятся гиеновидные собаки в дневное время суток, и при охоте в первую очередь полагаются на свое отличное зрение и превосходный слух, в то время как обоняние при охоте на просторах саванны играет второстепенную роль. Гиеновидные собаки почти не едят падаль, предпочитая охотиться самостоятельно, либо отбирать добычу у других хищников, например, у леопардов. Леопард – могучий хищник, который с легкостью расправится с собакой, но он ни за что не выступит против целой стаи. Основной добычей гиеновидных собак являются средние и крупные копытные, такие как антилопы и зебры. Затяжные погони – неотъемлемая часть охоты, и организм собак максимально адаптирован к ним. Они очень быстры и выносливы. Гиеновидные собаки способны развивать скорость до 60 км в час и поддерживать ее на протяжении нескольких километров. Их стратегия заключается в изматывании жертвы долгой погоней. Кроме того, во время погони, если одна собака устает, вместо нее добычу продолжает преследовать другая, выжимая из цели последние силы. Как только добыча выбивается из сил, гиеновидные собаки цепляются в нее зубами с разных сторон и начинают разрывать, фактически поедая ее живьем.
Причина такого негуманного поведения заключается в том, что гейновидные собаки имеют относительно короткие зубы, которые отлично подходят для удерживания активно сопротивляющейся добычи, но при этом не позволяют быстро ее убить путем нанесения глубокого укуса в жизненно важные органы. Стая гейновидных собак не утруждает себя поисками легкой добычи. Зачастую потенциальная жертва во много раз крупнее и сильнее. Добычей могут стать даже такие крупные животные, как взрослые зебры или даже небольшие буйволы. Взрослые африканские буйволы могут достигать веса в 1 тонну и успешно противостоять даже львам. Даже для очень крупной стаи гейновидных собак убийство взрослого буйвола является непосильной задачей. Но вот телята или молодые буйволы вполне подходят на роль жертвы. Но главная проблема – отделить ее от остального стада. И чем больше группа, тем выше шансы на успех. Как ни странно, обычно гейновидным собакам не составляет особого труда обратить в бегство целое стадо буйволов. После этого гейновидные собаки стараются отделить от стада самого маленького или слабого из буйволов. Больше всего их интересуют молодые телята. И даже если отдельные члены стада все-таки вступают на защиту теленка, гейновидные собаки за счет своей многочисленности в итоге все равно добиваются своего. Еще одним крупным животным, которое часто становится добычей гейновидных собак, является антилопа гну. Масса отдельных особей антилопы гну может достигать 300 кг, но даже такие крупные особи вполне могут стать добычей гейновидных собак. При охоте на антилоп гну собаки придерживаются той же тактики, что и с буйволами. Они обращают стадо в бегство, выбирая при этом самую слабую особь. Изматывают ее долгой погоней, после чего обездвиживают и убивают. Многие обитатели Африки полагаются на свои быстрые ноги, но при столкновении с таким противником глупо рассчитывать на легкое спасение. Собаки часто берут цель в окружение, выбраться из которого вряд ли по силам даже самым ловким бегунам. Также гейновидные собаки не прощают ошибок добычи, не оставляя ей второго шанса. Правда, некоторым антилопам все же удается спастись, но это скорее исключение из правил. Некоторые животные пытаются спастись от гейновидных собак, прыгая в воду. Но жажда мяса у собак не знает границ, они запросто могут броситься даже в воду. Если добыча забежала в воду, то собаки сразу же окружают водоем и не дают жертве выйти на берег. После чего самая смелая собака бросается вплавь за жертвой, стараясь отогнать ее к берегу, где ее будут ждать остальные члены стаи. Так что попытки скрыться в воде редко когда увенчиваются успехом, тем более, что в воде есть свои хищники, которые с радостью готовы поживиться незваным гостем. Гейновидные собаки часто используют необычные стратегии охоты. Например, они могут копать глубокие ямы, чтобы добраться до кабанов-бородавочников. Ну а дальше остается уже дело техники, ведь на открытой местности бородавочник ничем не защищен. Иногда они могут выкопать из-под земли даже зайца.
Конечно, бывают случаи, когда крупные травоядные животные могут проявлять необычную смелость при защите своего стада. И тогда гиеновидным собакам приходится искать другую, более легкую добычу. Но такое бывает редко. Существуют и относительно небольшие животные, на которых гиеновидные собаки не решаются нападать даже крупной стаей. К их числу относятся, например, павианы, которые, так же как и гиеновидные собаки, живут большими сплоченными стаями и имеют довольно агрессивный нрав. Также собаки обычно не проявляют сильного интереса к медоеду, так как убить его для гиеновидных собак задача довольно трудная, а мяса в нем совсем немного. Медоед совсем не боится собак, но в открытое противостояние с ними старается не вступать. Главными врагами и конкурентами гиеновидных собак являются львы и пятнистые гиены. Львы, помимо того, что регулярно отбирают у гиеновидных собак их добычу, часто ловят и убивают их самих, причем делают это не ради пропитания, а с целью устранения конкурентов. При этом остальные собаки разбегаются и не пытаются провоцировать царя зверей. Впрочем, иногда пойманных львами гиеновидных собак спасает способность притвориться мертвыми. Правда, если кошка будет поменьше или ослаблена травмами, то в случае атаки на одного из членов стаи, другие собаки сразу же бросятся в нападение, и лев или львица уже не будут знать, куда скрыться от неугомонной стаи. Также гиеновидные собаки нередко охотятся на львят или львов-подростков. Пятнистые гиены, так же как и гиеновидные собаки, живут стаями. Но при этом взрослая гиена может достигать массы 90 кг и значительно превосходит по силе любую гиеновидную собаку. Встречи пятнистых гиен с гиеновидными собаками редко приводят к смертям с какой-либо из сторон. Как правило, небольшие группы гиен следуют за стаями гиеновидных собак с целью отнять у них добычу или поживиться ее останками. Но при удобном случае они могут поймать и убить саму гиеновидную собаку. В зависимости от соотношения количества гиен и гиеновидных собак, борьба за добычу может закончиться по-разному. Одиночной гиене редко удается отогнать собак от их добычи. Более того, известны случаи, когда гиеновидные собаки преследовали и даже убивали одиночных гиен. В случае же, если гиен несколько, то их шансы отобрать добычу у гиеновидных собак резко возрастают. Если же гиеновидные собаки активно пытаются отбить свою добычу, то гиены могут использовать простой, но очень эффективный прием. Пока одна гиена из группы поедает добычу, остальные гиены отвлекают внимание гиеновидных собак на себя, а потом они меняются. Несмотря на такую удивительную приспособленность к выживанию, гиеновидные собаки находятся под угрозой исчезновения. Некогда владения хищников охватывали большую часть континента, но долгие годы бесконтрольного истребления, исчезновения ареала обитания привели к тому, что численность гиеновидных собак резко сократилась. На сегодняшний день обычно встречаются стаи по 10-15 особей, хотя раньше эта цифра была ближе к 100. Всего в мире осталось менее 7000 особей, а основная часть популяции обитает в заповедниках. А на этом у меня все. Надеюсь, ролик вам понравился. Обязательно им делитесь и пишите комментарии. До скорого!